На фоне резкой эскалации риторики между Нетаньяху и Эрдоганом, а также усиливающихся нарративов в Иерусалиме, представляющих Турцию как следующего противника, начинают сталкиваться две геополитические линии напряжения. Курдские регионы в Турции и Сирии рискуют вновь оказаться в состоянии нестабильности. Более критично то, что хрупкий и во многом поверхностный порядок в Сирии при Абу Мохаммеде Аль-Джулани может начать разрушаться. Еще 2 года назад было ясно: падение Асада не приведет к устойчивой стабильности в расколотом государстве. Граница между зонами влияния Турции и Израиля изначально оставалась крайне нестабильной. Турция рассматривает войну против Ирана как возможность и предлагает альтернативу в виде пересмотра энергетических маршрутов и строительства новых трубопроводов. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар предложил ряд новых проектов. В частности, он выступает за соединение Басры, богатого нефтью южного региона Ирака, с севером, где нефть транспортируется из Киркука в Джейхан. Этот трубопровод имеет пропускную способность более 1,5 миллиона баррелей в сутки. Также была возрождена идея строительства газопровода из Катара в Турцию, проходящего через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию. Кроме того, министр энергетики стремится продвинуть проект транскаспийского газопровода, по которому газ будет транспортироваться через Каспийское море в Азербайджан и далее в Европу. Годовой экспортный потенциал Туркменистана при этом оценивается в 80 миллиардов кубометров. Еще один вариант, рассматриваемый Анкарой, это подключение сирийских нефтяных месторождений к нефтепроводу Ирак-Турция. Параллельно с этим Турция увеличит число бригад спецназа с 25 до 40. Масштабное расширение сил «Командос» инициировано на фоне региональной нестабильности после ударов США и Израиля по Ирану. Анкара усиливает армию для защиты границ. Новые бригады будут структурированы иначе, чем существующие, и предназначены для более эффективного противодействия текущим угрозам и современным оперативным концепциям. В дипломатической сфере президент Ахмед аш-Шара принял в своей резиденции в Анталье специального посланника США по Сирии Томаса Барака в присутствии министра иностранных дел и по делам экспатриантов Асаада аш-Шайбани и главы Главного управления разведки Хусейна ас-Саламеха. Визит состоялся в рамках участия в 5-м Антальском дипломатическом форуме. Также президент Ахмед аш-Шара встретился в Анталье с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой турецкой разведки Ибрагимом Калиным в присутствии Асаада аш-Шайбани и Хусейна ас-Саламеха. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и совместной координации, а также последние события в регионе. В свою очередь, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в Стамбуле на форуме заявил: Израиль, открыто заявляющий о планах превратить Западный берег в новую Газу, стремится возродить позор апартеида спустя 32 года после его краха в Южной Африке, посредством введенной смертной казни для палестинских заключенных. Кроме того, Эрдоган до форума в Стамбуле, выступая перед своей партией, сделал жесткое обращение к Израилю и предупредил его о недопустимости грозить пальцем ему и Турции. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган резко отреагировал на заявление Израиля, предупредив о недопустимости угроз в адрес Турции и ее руководства. Он подчеркнул, что Турция не является рядовым государством и не потерпит давления. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности вокруг Палестины. Стоит отметить, что Израиль, в свою очередь, диктует собственный геополитический вектор в тех же регионах, где пересекаются интересы Турции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении так называемой «зоны безопасности» на юге Ливана, а также к востоку от горы Хермон в Сирии. По его словам, это необходимо для защиты друзов. Кроме того, он заявил, что ожидает возобновления войны с Ираном. В частности, Нетаньяху отметил, что вчера дал указание Цахал продолжить усиление зоны безопасности. Он подчеркнул, что американские партнеры постоянно информируют Тель-Авив о контактах с Ираном и что цели сторон совпадают. В ожидании возможного возобновления боевых действий Израиль готов к любому сценарию развития событий. На дипломатическом фронте Израиль назначил своего первого посла в Сомалиленде. Министр иностранных дел Гидеон Саар утвердил на эту должность Майкла Лотема, который ранее представлял интересы страны в Кении,
Казахстане и Азербайджане. Параллельно с этим стало известно, что Израиль и Ливан заключили соглашение о прекращении огня сроком на 10 дней. Тем временем Пентагон перебрасывает на Ближний Восток тысячи военнослужащих, усиливая давление на Иран. Вашингтон рассматривает варианты новых ударов и даже наземных операций. В регион направляются около 6 тысяч военных вместе с авианосцем USS George H.W. Bush, а также еще 4200 морпехов из десантной группы «Боксер». Они присоединятся к 50-тысячному контингенту, уже находящемуся в регионе. Также рассматриваются сценарии эскалации, включая операции спецназа по изъятию ядерных материалов, высадку морской пехоты и захват нефтетерминала на острове Харк. При этом специалисты оценивают потенциальные наземные операции как крайне опасные и сопряженные с высокими потерями. Сам Трамп заявил о готовности посетить Исламабад, если соглашение по Ирану будет подписано именно там. В Европе греческий политик Йоргос Кирцос выступил с критикой идеи оборонительного союза с Израилем, заявив, что это может дорого обойтись Греции. По его мнению, невозможно заключать подобный союз со страной, которую он обвинил в агрессивных войнах. Кирцос подчеркнул, что противоречия Израиля с Турцией могут втянуть Грецию в опасные ситуации. Он также отметил, что расчеты на помощь Израиля в противостоянии с Анкарой в Сирии игнорируют возможные последствия для Кипра и ситуации в Эгейском море. Политик выразил уверенность, что Израиль действует исключительно в собственных интересах и не станет воевать за другие страны, назвав использование идеи оборонительного союза лишь политическим инструментом властей. В свою очередь, Пакистан допускал возможность ядерного ответа в случае удара Израиля по Ирану. В июне 2025 года, на фоне начала 12-дневной войны и атак Израиля по иранским военным, ядерным и государственным объектам, арабские страны выразили поддержку Тегерану. Об этом заявил старший военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, добавив, что Пакистан передал сигнал. В случае применения Израилем ядерного оружия против Ирана последует ответный ядерный удар по израильской территории. Недавно было опубликовано заявление Совета безопасности России, в котором утверждается, что достигнутое между Ираном и США перемирие может использоваться для сокрытия подготовки к возможной наземной операции США против Ирана. Согласно отчету, в ближневосточном регионе сосредоточено более 500 боевых самолетов, из которых около 250 предназначены для непосредственной авиационной поддержки наземных сил. Также указывается на присутствие 2500 военнослужащих 11-го экспедиционного отряда морской пехоты, 1200 бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии, а также подразделений Delta Force и 75-го полка рейнджеров. В общей сложности в регионе размещено не менее 50 тысяч американских военнослужащих, и концентрация сил продолжает расти. На этой неделе Турция примет участие в переговорах по региональному сотрудничеству в области безопасности с Пакистаном, Саудовской Аравией и, возможно, Египтом. Встреча министров иностранных дел, включая Хакана Фидана, пройдет в рамках Антальского дипломатического форума. В то же время Израиль публикует кадры подрыва жилых домов в Бинт-Джбейле на юге Ливана. Что касается ситуации на Южном Кавказе, то после десятилетий враждебности между Арменией и Азербайджаном наметилась эпоха формирования доверия. Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал Турцию стать партнером в создании полотна мира, отметив при этом, что для подлинного примирения необходимо освобождение 19 армян, удерживаемых в Азербайджане. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что усилия по установлению мира в регионе должны стать примером для всей международной общественности, и подтвердил готовность Анкары содействовать формированию устойчивого будущего на Южном Кавказе. Пишите ваше мнение по поводу всех этих новостей и подписывайтесь на наш канал.